Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео сделаем еще одни необычные цветы на резинках. Лепестки таких цветов получаются очень объемные и воздушные, достаточно всего одного слоя из 5 лепестков, чтобы получить пышный цветок. Весь перечень материалов, необходимых для пары резинок, указан в инфобоксе. Для работы нам понадобятся атласные либо репсовые ленты шириной 2,5 см. Прекрасно также подойдет двусторонняя лента. Для лепестков цветочка лучше использовать эластичную мягкую ленту. Добавим немного тычинок для украшения, стразы, полубусины или кабошоны, бесцветная мононить, резинки, основы из фетра, и немного узкой репсовой ленты. Делаем 5 вот таких лепестков. Для одного лепесточка нам понадобится 15 см ленты шириной 2,5 см. Каждый отрезок слева срезаем под углом. Срезаем примерно полсантиметра, позже я объясню для чего. Складываем лепесток, складываем ленту. Слева у нас получается расстояние 2,5 см, справа 3. Теперь край ленты разворачиваем, укладываем на угол и аккуратно подтягиваем второй край к низу. Фиксируем иголкой. Ленту мы срезали для того, чтобы получившееся закругление было более объемным и четко выраженным. Выворачиваем ленту, аккуратно ее укладываем. Продолжаем работать со вторым краем. Складываем и подклеиваем длинный край. Наносим небольшую капельку клея. Складываем ленту. Затем направляем ее немного вправо. И делаем завиток. Разворачиваем и укладываем назад ровно с краем. Фиксируем все края иголкой. Подклеиваем лепесток изнутри слева капелькой клея. Лепесток готов. Собираем его на нить. Несмотря на кажущуюся сложность, сделать такие лепестки очень-очень быстро. А для того, чтобы сделать пару резинок, вам понадобится не больше часа свободного времени.
Сшиваем все 5 лепестков. Украшаем серединку. Чтобы металлическая серединка держалась, дополнительно подошью ее бесцветной мононитью. Цветочек готов, добавим немного зеленых листьев. Для одного цветочка мне понадобится 4 листика. Листики готовы, остается собрать работу.